Переходим к самой важной части кубудо. Это удары. Самое важное это удар. Причем самое важное это удары, 4 удара из первого ходжунда. Вообще, если вы освоите первого ходжунда правильно, в любом виде оружия, будь то бо, тонфа, сай, нунчаку, кама, все, считайте, что вы освоили кубудо и вы умеете пользоваться этим оружием. Как бы мастерски, если вы освоили, это мастерски, конечно. Вот. Все остальные ходжунда, ката, это всего, чтобы не было скучно заниматься этим всю жизнь, да, чтобы можно было совершенствоваться, изучать и так далее. Но самое важное заложено в первых ходжунда, самые основные базовые движения. В первую очередь кубо это удар, да. В мотаёши кубудо удар делается оружием и корпус, да, то есть я посылаю корпусом, посылая оружие вперед. Я работаю не руками, а именно корпусом. И вот здесь очень важно разобраться, как этого добиться. Основная ошибка это пытаться просто бросить, как в карате, ну как в плохом карате, бросить просто руку вперед, верхнюю, да, а вторая рука вялая. Вот, то есть ударить, по сути, этой части. Смотрите, как это выглядит. Вот если я отпускаю нижнюю руку и делаю это движение одной рукой, вот так это выглядит, да, то есть, видите, я работаю со всем весом и вместо оружия, но вместо того, чтобы использовать его в ударе, я просто как бы перемещаю его перед собой. То есть вес оружия работает против меня. И получается, это даже не удар, а, не знаю, передача эстафетной палочки. Вот. С другой стороны, если я сделаю так, пущу верхнюю руку, подтяну к себе оружие и смотрите, что происходит. Я перешел какой-то, да, как на горе, вершину, и оружие начинает падать само. Пум. Вот. Чем резче я сделаю это движение, тем как бы больше будет начальная скорость оружия, и тем мощнее она полетит вперед. И, да, и уже я не передаю оружие, а я просто как бы сваливаю это оружие вперед на противника. Да? То есть он уже, как бы, ему уже приходится противостоять весу летящего в него оружия. Сейчас оно летит медленно, скоро мы научимся запускать его в него быстро. То есть основной принцип удара – это работа задней руки. То есть удар начинает задняя рука, тащит к себе, передняя рука всего лишь направляет. То есть оружие уже пошло вперед. Мне нужно направить его туда, куда мне нужно. Вот. Основной движитель, да, основная сила – это задняя рука. Вот оно прижимает его, и оружие летит. Это движение очень важно почувствовать. Почувствовать его можно как? Да? Мы выходим в позицию атаки, у нас диагональ. Вот, мы отпускаем верхнюю руку и делаем плавное движение, тащим локоть к себе. Пум. Даем оружие, чувствуем, как оно, переваливаем его через грудную клетку, чувствуем, как оружие идет вперед, просто вытягиваем руку. Чувствуем вес оружия. Возвращаем его и делаем так хотя бы 5 раз. Пам. Пам. Сейчас у нас есть точка на груди, через которую мы прямо оружие переваливаем. Вот видите, оно начинает падать, и я даю ему идти вперед. Рука у меня очень активная передняя. Также я могу делать, точнее не могу, а нужно мне делать, да, на другую сторону. Это первый подводящий элемент к основному удару, правильному. Пум. Пум. Вот. Второй элемент, переходим дальше, добавляем переднюю руку, верхнюю, да, вот. Делаем точно так же, тянем к себе, у нас есть точка на груди, мы ее фиксируем, и когда бок касается этой точки, мы начинаем передней рукой подхватывать движение и направлять его в нужную сторону. Пока очень плавно. Опять. Ич и ни. Да? Точнее, даже здесь ич, ни – это я чувствую, как бо у меня лежит на груди, и сан я его бросаю вперед. Ич, ни и сан. Да? Также в другую сторону. Пам, пам. Пам, пам. Пам, пам. Третий элемент. Когда я убираю вот эту промежуточную точку и активнее работаю верхней рукой, стараюсь почувствовать этот момент перевала оружия, когда оно переходит из точки равновесия, теряет баланс, да, и начинает падать вперед. Получается фум, и вот этот момент. Его очень важно почувствовать. И только тогда включается передняя рука, но опять же, она направляет больше. Не тыкает вперед, да, а направляет куда нужно. И получается вот такой вот жесткий удар. Да, с корпусом. Теперь отдельно про работу задней руки. Это тот же принцип, что в карате.
карате мы разбирали, что удар делается не за счет реверса, да, а за счет того, что я как будто передней рукой хватаю, мощно подтаскиваю его к себе, эту руку, да, как бы подтаскиваю к себе противника, не давая ему уйти, и после этого пробиваю. То есть, что здесь важно? Это мощное подтягивающее движение. Мощное подтягивающее. И уже потом вторая рука. Вот тот же самый принцип. Я мощно подтянул к себе партнера, потом ударил. Также с палкой. Я мощно ее подтянул и потом направил. Что это за движение? Оно всем хорошо знакомо. Подтягивание. Подтягивание либо на турнике, обычное, либо австралийское, да, когда у нас корпус под уклоном. Но здесь очень важно. Мы подтягиваем не себя к турнику, а мы тащим турник к себе. Тогда это движение будет полноценным и по-настоящему мощным, со спиной. То есть мы не себя пытаемся, да, а мы всегда тащим к себе турник. И то же самое, мы тащим палку к себе. Задаем ей основную силу. Вот смотрите, что проиллюстрировать, да, это движение, зачем нам нужно вот так вот ее запускать. Какое оказывает воздействие? Если мы работаем просто руками, представьте, что мы делаем вот так, пум, и аккуратно вкладываем палку. Да? Когда мы работаем, в основном задней рукой начинаем движение, мы как бы выбиваем из-под палки основу. Да? Получается вот что. Видите, с каким воздействием палка упала вот, на пол, да? Как сильно она ударивается. Вот это нам надо, импульс нам нужно использовать в своих ударах, чтобы работать как бы весом палки, не своей силой, а умением, техникой и используя этот вес. Тот же самый принцип в работе с самурайским мечом, да? Им не бьют. Самурайским мечом, когда наносится удар, его запускают как бы в нужном направлении, да, и дают ему просто упасть своим весом. И поэтому при касании получается не жесткий удар, а получается прорубание, потому что он весом прорубает тот предмет или объект, в который он направлен. Тот же самый принцип и здесь. То есть нам не просто надо стукнуть, у нас каждый удар он проламывающий, прорубающий, проходящий внутрь, да? Почему очень еще важна работа задней руки? Потому что когда мы начинаем, только начинаем тренироваться, у нас удар идет, да? И две проблемы. Это, я называю это гусиной лапкой и отбитое плечо, да? Вот это. Почему? Потому что задняя рука вялая, она вообще не активная, она не участвует в движении, кроме того, что она держит вторую часть, да? Вторую половину боя. И мы вот так вот делаем передней рукой, а второй рукой мы что-то там подергиваем и отбиваем себе руку. Если мы начинаем движение с задней руки, у нас задняя кисть всегда активная, и никогда не будет такого, и никогда не будет удара. Да, у нас всегда она будет активно ложиться. Палка ложится под предплечье, но не на кость, а на мышцу. И, соответственно, она не уходит внутрь, она всегда снаружи. Лучше не торопиться, это движение достаточно трудно почувствовать, особенно если у вас уже наработано привычное, да, вы уже знаете это движение. Надо прямо заставлять себя начинать с задней руки. Вот можно это делать на два счета. Ич, ни, ич, ни, ич, ни.